Сегодня хочу немного рассказать о машине, с которой мне довелось провести 2 недели и 3000 километров. Это бюджетный седан Peugeot 301, рестайлинговый, с дизельным двигателем 1.6. Интересен этот автомобиль двумя вещами – красивым дизайном и невысокой ценой. Тот случай, когда на дешевой машине вроде бы даже не противно ездить. А еще именно с него ПСА сломал свою систему нумерации и перестал увеличивать номера в новых поколениях автомобилей. Итак, начнем с дизайна. Снаружи машина получилась в меру агрессивная и вместе с тем не выходящая за рамки повседневного эконом-седана. При этом автомобиль и не потерял индивидуальность, даже стал чуть более гармоничным, без французской вычурности и натянутых назад фар. Внутри машины тоже интересно. Интерьер гармонирует с экстерьером. Все выглядит довольно динамично и современно. Правда, дорестайлинговая версия, та, что продавалась в России, немного скучнее. Там нет вот этого глянца в центральной части панели. Так он хорош, как выглядит. Впервые садиться в него достаточно приятно, и даже проведя много времени за рулем, должен признаться, что дизайн мне не надоел. По эргономике управления вопрос вызывает только круиз-контроль и мультимедиа. Рычажки находятся ровно за широкой спицей руля, и разглядеть их практически невозможно, когда едешь прямо. А чтобы разобраться на ощупь, нужно очень много времени провести с этой машиной. Мне 3000 километров явно не хватило. Но, честно говоря, круиз-контроль тут все равно плохо работает. Так что небольшая потеря. Просто не покупайте эту функцию и все. А вот, например, то, что кнопки стеклоподъемников не на дверях, как-то совсем не смутило. Не вызвало никакого-то неудобства. И недостатка звука я тоже не ощутил. Может, я просто не меломан. Что еще я не смог найти за 3000 километров, так это нормальную для меня высоту сидений. Как я ни старался, нижний подлокотник на двери всегда был слишком низким, а верхняя часть панели слишком высокой. Левая рука уставала при долгой езде. Внешность хоть и выглядит аэродинамичной, но комфортная скорость на этом автомобиле около 90, 100, 110 км в час. Дальше начинается гул. Можно найти какой-то более-менее комфортный шумовой интервал в районе 150, но не нужно, потому что тут уже начинает сдавать мотор, и расход, по крайней мере у дизеля, увеличивается в 2-3 раза. Бак начинает пустеть на глазах. К слову, максимальная скорость, до которой мне удалось разогнать машину, 200 км в час. Дальше просто не едет. И мы плавно переходим к мотору. Мне достался 1.6 дизель, 92 лошадиные силы на механике. Бывает еще 1.6 бензин, 112 лошадей, и скромный 1.2, 72 лошади. Про них многого сказать не могу, так как сам не ездил. А вот дизель меня удивил. Несмотря на приличный для прокатного авто пробег 80 тысяч километров, машина очень уверенно стартует. И если бы не характерный, хоть и не громкий для дизеля звук, можно было бы подумать, что это бензиновый автомобиль. Правда, и расход примерный у меня получился как у бензина, в районе 7 литров на 100. Тут радует объем бака, 50 литров. Его спокойно хватает где-то на 500-600 км в смешанном цикле. Если, конечно, не гонять. Как я уже говорил, дизель сдает позиции на скорости. После 120 расход начинает заметно увеличиваться, а мощность при этом заметно падает. Хотя могу предположить, что бензиновый 1.2 будет еще хуже. А вот Peugeot с бензиновым 1.6 должна быть вполне приятной по динамике молодежная тачка. По управлению. Подвеска относительно простая. Нет смысла ожидать чего-то особенного в авто этого класса. Немного жестковато на кочках, но говорят, что на дизельных версиях она более жесткая из-за дополнительного веса. На трассе каких-то особых неудобств я не почувствовал. Машина не качала, не таскала. Несмотря на довольно поношенную резину и при езде по разному качеству дорог. Что же в итоге? Между 301 и Polo и Солярисом я бы мог выбрать 301 только если бы он стоил процентов хотя бы на 15-20 дешевле.
Дело тут вовсе не в репутации французских автомобилей. И по удобству, и по дизайну, на мой вкус, Peugeot уступает. Думаю, поэтому в Россию он так и не зашел. Цена была та же